На вид простейшая задача. Есть брусок массой маленькая, который прикрепили к двум кускам одной нерастяжимой нити, концы которой также закреплены на вертикальной неподвижной стене. Сам брусочек у нас лежит на платформе, которая двигается вправо с постоянной скоростью. Известен коэффициент трения между бруском и платформой. Но эта грабина сломала не только ребят на Олимпиаде, но и по сей день ломает каждого олимпиадника, кто впервые с ней встречается. Давайте узнаем, в чем секрет. Начнем наше решение. И первое, с чего начнем, так это с расстановки сил. Давайте возьмем наш маркер и будем расставлять силы. Во-первых, так как это все расположено в поле тяжести Земли, то, конечно же, у нас будет действовать сила тяжести, МЖ. Сразу обозначу, что значков вектора я не буду рисовать, я буду указывать сразу значение нашего вектора, то есть значение длины нашего вектора. Конечно же, у нас еще будет действовать сила натяжения со стороны первой и второй нити. Так как я обозначил эту нить первой, то давайте здесь у меня будет Т1. Здесь у меня будет Т2. При этом у меня есть нормальная составляющая силы реакции опоры, действующая на наш брусочек со стороны этой платформы. Это будет N. Но при этом важно не забывать, что так как в нашей ситуации получается, что данный брусочек М у нас неподвижен, а нижняя платформа у нас двигается вправо с постоянной скоростью, то, конечно же, здесь у нас будет возникать сила трения скольжения. И она, конечно же, будет направлена вправо. F в тыр. F в тыр. Смотрит вправо, потому что данная платформа двигается вправо, и она хочет смещать данный брусочек вот сюда, вправо. Ну и всегда на самом деле F-тыр, она смотрит против вектора относительной скорости. И на самом деле, если вы перейдете в систему отчета данной платформы, то в этой системе отчета у вас брусочек будет двигаться уже влево, ну и сила трения как раз таки смотрит против этой относительной скорости. Значит, F-тыр и вправду будет смотреть вправо. На этом все. Все силы. Видите, как элементарно, да? Простейшая задача. Ну и давайте тогда запишем второй закон Ньютона. Первый пунктик. Укажем, что у нас с вами брусочек в состоянии равновесия. То есть из-за этих нитей наш брусочек вправо никак не может двигаться. Так как уже все установилось, то он ничего здесь не делает, он просто на месте расположен. Так, брусок в равновесии. Брусок в равновесии. Равновесие. Весии. Следовательно, вектор ускорения, конечно же, будет равен нулю. Ну а тогда давайте запишем второй закон Ньютона, в котором сразу будем учитывать, что МА будет равняться нулю. Так, 2ЗН. И будем писать тогда в проекциях на две оси. На ось X, смотрящую вправо, и на ось Y, направленную вертикально вверх. Тогда получается, что в проекции на ось X что у меня будет? У меня будет F-тыр, то есть плюс F-тыр. Я сразу раскрываю наши проекции. МЖ и N будут давать нулевую проекцию на ось X, и не нулевые проекции будут у наших сил T1, T2. Получаем, что так как векторная проекция вектора T1 на горизонтальную ось смотрит против оси X, то мы получаем, что это будет минус T1 на косинус альфа. Далее я еще также вижу, что это будет минус T2 на косинус бета. И все это здесь мне выдает нолик, потому что МА равняется нулю. Что же в проекции на ось Y? Здесь теперь сила трения будет давать нулевую проекцию. У нас будут не нулевые проекции у N, МЖ и двух сил T1, T2. Тогда я получаю, что это будет плюс N, минус МЖ, потом плюс теперь T1 на синус альфа,
и плюс t2 на синус бета. Это все мне выдает 0. Прекрасно. Ну и также важно вспомнить, что так как у меня в данной ситуации сила трения является силой трения скольжения, то F-тыр напрямую связана с нормальной составляющей силы реакции опоры. А именно, F-тыр будет выражаться как μ на n. Давайте здесь попробую это как-то отметить, наверное, во втором пунктике. Сила трения скольжения, сила трения скольжения, F-тыр, скольжения, F-тыр будет выражаться как μ на n, где μ это будет наш коэффициент трения. Тогда я предлагаю выразить n в этом нижнем уравнении, потом сказать, что F-тыр это будет μ на n, подставить в верхнее уравнение и посмотреть, а что же мы с вами получаем. Пишем тогда третий пунктик, в котором давайте выразим наше n большое. n принимает вид как mg минус t1 на синус альфа и минус t2 на синус бета. Тогда я знаю, как у меня выражается F-тыр, это будет μ на n, и предлагаю это сразу подставить вот сюда. Наше первое уравнение, можно так и это обозначить, это будет первое уравнение, это будет второе уравнение. Подставляем, вставляем в 1 с учетом, ну, например, звездочки. Да, давайте звездочки. Так, с учетом звездочки. Поехали. Подставляем. F-тыр это будет μ на вот эту штуку. То есть я получаю, что это будет μ mg минус μ t1 на синус альфа минус μ t2 на синус бета. Таким образом, я переписал нашу F-тыр. Это как раз таки μ умноженное на n. Вот заметьте, я везде μ переписал слева. Далее идет минус t1 косинус альфа. Минус t1 косинус альфа. Потом минус t2 косинус бета. Минус t2 косинус бета. И получаю все это с ноликом. Предлагаю все тэшки перенести направо и посмотреть, а вдруг что-то красивое это получится. Получаем. Следующий вид. У нас μmg остается слева. Вот он, наше μmg. А все вот эти слагаемые я переношу направо, к нашему нолику. И сразу давайте я t1 буду выносить как общий множитель, и аналогично t2 буду выносить. Таким образом, получаю, что здесь будет t1 на μ синус альфа, плюс косинус альфа. И аналогично с t2 плюс t2 на μ синус бета, плюс косинус бета. Прекрасно. То есть, таким образом, я получил вот хоть какую-то связь между t1 и t2 и нам известным величинам. Но в чем возникает здесь трудность к этому моменту? Трудность в том, что вы получили одно независимое уравнение и при этом две неизвестных. Видим, да? То есть у нас раз неизвестное и два неизвестное. Их нам нужно найти. А как мы с вами знаем, когда у нас есть одно уравнение и две неизвестных, просто так в школьной математике мы это решить не можем. Или однозначные ответы мы не получим, ну никогда. То есть единственного здесь решения у нас не будет, если μmg у нас не нулевое. Что делать? Вопрос хороший. Но на самом деле в данной ситуации нужно всегда помнить, если вам дана задача, она имеет решение. Это самый важный закон, который у вас всегда должен лежать в вашей голове. Прям обязательно.
И вот, например, в данной ситуации вы получили вот такой тупик. Нужно, значит, придумывать и что-то, например, сдвигать, что-то поворачивать, умножать на двойку. То есть как-то пробовать выкручиваться и как раз-таки находить тот самый шаг для этого решения. В данной ситуации первая мысль, которая может прийти, это уравнение моментов. И сказать, что, ребят, ну у нас же все в равновесии, а значит правило моментов будет выполняться. Но, когда вы начнете это расписывать, вы увидите, что вся проблема в том, что вам неизвестны линейные размеры вашего брусочка. И в целом, если вы посмотрите на рисунок, там, считай, брусочек считается очень маленьким, то есть это как материальная точка. И возникает трабл. Так как вы ничего не знаете про его линейные размеры, то вам уравнения моментов ничего не дадут. Ну прям вообще. Грустно, неприятно. А что ж тогда делать? А тогда стоит еще раз немного прочитать условия и заметить, что в нем вам написали, что две нити, это что за нити? Это два куска одной нити. Ну, конечно, там еще сказано нерастяжимый, но вам обозначили, что у вас, как бы, считай, был один единый отрезок нити, и вы его взяли и разбили на два куска. Получили два еще одних отрезка нити. Но вот вы никогда, не замечали, что до этого вроде бы вам об этом никогда не писали. Вам не говорили о том, что, ой, ребят, мы взяли там два куска одной нити. Ну, типа, зачем эта информация? Ну, спасибо. Сказали и сказали. Буду жить с этим, да? Но в этом таится вся на самом деле подсказка. В том, что не просто так вам именно обозначили, что это два куска одной единой нити. Это значит, во-первых, что у них получается поперечное сечение одинаково и материалы одинаковые. Угу. Но чему это может помочь? А вот тут важно понимать следующее. Ребят, давайте попробуем понять, откуда возникают Т1, Т2. Т1, Т2, вот эти силы натяжения, они на самом деле возникают вследствие того, что ваша нить в действительности, она чуть-чуть растянулась. Да, вы скажете, в условии написано нерастяжимая нить. Ну, пусть нерастяжимая, но мы живем в реальном мире, да? И это означает, что просто растяжение будет бесконечно малым. То есть оно будет стремиться к нулю. То есть вот эта фраза, что нить нерастяжимая, она вам говорит, что, ребят, просто вот это вот растяжение нити, оно очень-очень-очень-очень маленькое. Вот что подразумевается под словом нерастяжимая нить. И на самом деле, когда мы работаем с нитью, то она чуть-чуть растягивается и просто хочет вернуть, конечно, свою деформацию. Из-за чего возникает эта сила натяжения. Ровно по аналогии с тем, как это происходит, например, в пружине. Просто там природа немножечко, чуть-чуть по-другому отличается, и коэффициент К по-другому ищется. Но все-таки. И вот в данной ситуации давайте я напишу четвертый пунктик, в котором я отмечу следующее. Что вот давайте рассмотрим, например, некоторый кусок нити. То есть вот будет наша нить. Единственное, что я сделаю, я немножечко в увеличенном формате ее изображу. Договорились? То есть, допустим, вот она нить. Ее здесь будет изначальная длина, как бы так отметить. То есть это будет положение недеформированной как бы нити. Положение не деф нити. Не деф нити. Не деформированный. Ну и давайте рассмотрим ту ситуацию, когда мы взяли и на нить подействовали поперечно, вот так вот. Что тогда я получаю? Тогда вследствие этого воздействия на самом деле наша нить, она чуть-чуть удлинится. Я изображу чуть-чуть в масштабе, чтобы мы это с вами смогли увидеть. Но, конечно, так как она у нас нерастяжимая, то просто вот эта деформация, она будет бесконечно маленькая. Бесконечно маленькая. И вот давайте обозначим, что вот здесь у нас произошла та самая деформация. Ее можно обозначить как DL. Вот. То есть D обозначает изменение.
бесконечно маленькое изменение. То есть изначально, например, у нас была длина L маленькая. Вот, L маленькая. А получили вот эту небольшую деформацию, как DL, где как раз под этой буковкой D я и буду подразумевать, что вот эта деформация, она бесконечно мала, когда мы работаем в случае нашей нити. И вот здесь мы тянем, то есть это сила, действующая на нить, мы тянем силой F, вот это мы тянем. И тогда спасибо нашему Гуку, который сказал, что, ребят, вот эту силу F, которую мы будем прикладывать к этой нити, чтобы ее растянуть на, например, дельта L, она будет пропорциональна нашему дельта L. Она пропорциональна дельта L и будет выражаться так. F это будет наш коэффициент K на дельта L, где коэффициент K у нас будет выражаться на самом деле как модуль Юнга, площадь поперечного сечения, деленная на длину. Эта формула на самом деле берется, когда вы рассматриваете, например, тот же самый канат, и его начинаете растягивать. Просто здесь не дельта L вы будете обозначать, ну не DL, а уже дельта L, как некая конечная величина вот этой деформации. Просто, конечно, все еще маленькой. И когда вы работаете с канатом, вот вы тянете, у вас эта сила, она будет пропорциональна деформации каната. В данной ситуации просто я перешел к бесконечно маленькому кусочку. Что важно здесь понимать? Что вот эта сила F, она у вас конечна. Да, дельта L, она у нас будет стремиться к нулю, но просто в случае нити у вас коэффициент K, вот этот коэффициент жесткости, он обязан будет стремиться в бесконечность. Просто это некий такой вырожденный случай. Типа вот, нерастяжимая нить, потому что в действительности такого не бывает, но это такой вырожденный случай. Поэтому у вас дельта L, давайте прямо здесь обозначим, стремится к нулю, а коэффициент K у нашей нити будет стремиться к бесконечности. И это и будет вам описывать нерастяжимую нить. Так, давайте это прямо здесь подчеркнем. Это нерастяжимая нить. Нерастяжимая нить. Вот что подразумевалось в условии задачи. Ну и что нам дает понимание данной теории? А на самом деле, за счет того, что вам сказали, что это два куска одной нити, вы можете утверждать, что у них площадь сечения одинакова. И так как они сделаны из одного и того же материала, то и модуль Юнга у них будет одинаковый. Поэтому в случае наших нитей мы получаем, что так как нити 1 и 2 являются кусками одной нити, так как нити 1 и 2 являются кусками одной нити, это можно прямо подчеркнуть, одной нити, то в этой ситуации я получаю, что модуль Юнга у них одинаковый, то Е1 равняется Е2, можно обозначить как просто Е, и S1 равняется S2, равняется просто S. Где вот здесь отмечу, что, конечно, Е это модуль Юнга, является характеристикой чисто материала. S это площадь сечения вашей нити, то есть вот так вот разрежьте, посмотрите с этой стороны и посмотрите на площадь сечения. L это ваша длина. И что мы с вами видим? E, S у вас одинаковые, но тогда у вас будут разными коэффициенты жесткостей. И тогда вы получаете, что тогда у вас будет выполняться следующее, что с одной стороны для нити 1, вот нить 1, у вас К1 выражается как ES на L1, а в случае нити 2, нить 2, то в этой ситуации как 2 у вас будет выражаться как ES, деленное на L2. Где уже сразу видно, что коэффициенты жесткостей обязаны быть разными
Да, конечно, это бесконечно большие коэффициенты жесткостей, они стремятся к бесконечности. Но чтобы хоть как-то мы могли это описать, мы будем это записывать вот так, буквенно. Ну и тогда давайте попробуем L2 сюда перенести, L1 сюда перенести и получить некое хорошее выражение. Что K1, L1 у нас будет нам выдавать K2, L2. И это все нам выдает E на S. То есть это наша основная зацепка. То есть именно за счет того, что вам сказали, что это нерастяжимые нити, и причем они являются кусками одной нити, вы получаете вот такую связь. Это прям must-have нашей задачи. Самый главный must-have нашей задачи. Вот давайте прям несколько раз это обведу. Ну и как это тогда использовать? То есть, окей, я понял, что у меня есть коэффициенты жесткостей, я понимаю, что у меня они как-то связаны. Но как найти мне T1, T2? А на самом деле, мне нужно будет просто записать, что у меня T-шка, она же и выражается как на самом деле коэффициент жесткости на удлинение, и все. Потому что у вас получается по третьему закону Ньютона, вот если вы тут изобразите свой пальчик, например, вот там пальчик с липучкой, то как раз-таки уже на вас будет действовать та самая сила натяжения. И по третьему закону Ньютона она и будет равна вашей силе F, с которой вы действовали на эту нить или на ваш канат. Поэтому пишем пунктик 5, в котором записываем, что T1 у нас будет выражаться как K1 на дельта L1, а T2 у нас будет выражаться как K2 на дельта L2. Где дельта L1? Дельта L2 это деформации наших нитей 1 и 2. Деформации нитей 1 и 2. Важно понимать, что, конечно же, они у нас бесконечно маленькие. То есть дельта L1 и дельта L2 у нас обязаны стремиться к нулю. Это очень важно. Аналогично, как и K1, K2 обязаны стремиться к бесконечности. Ну и получается, что раз вот здесь у вас первое уравнение, то, видимо, за счет вот такой связи мы с вами получим второе уравнение, из которых и найдем T1, T2. Но как получить ту самую связь? Ну вот смотрите. L1, L2, окей, как-то мы отношения найдем. То есть мы будем знать отношение K1, K2. Но что делать с дельта L1 и дельта L2? На самом деле воспользоваться нашей системой, а именно тем, как что здесь может двигаться. Ну и тогда я предлагаю некую часть здесь стереть, сделать этот дополнительный рисунок и увидеть, как красиво будет решаться задача. Немного стерли с доски, но при этом добавился хороший рисунок. Так вот, вот мы с вами получили, что деформации у нас у двух нитей будут дельта L1, дельта L2. Конечно, они будут бесконечно малыми. Но наша задача, зная вот это уравнение и зная вот эти связи, как-то получить еще одно уравнение на T1, T2, чтобы у нас было два уравнения и две неизвестных. Вот здесь давайте попробуем поподробнее поиграться с дельта L1 и дельта L2, а также потом еще с коэффициентами жесткостей. Вот смотрите, вот как можно себе это представить? Вот у вас был изначально брусочек, то есть когда вы еще, например, платформу никак не начали двигать, и когда у вас еще эти нити не были натянуты. У вас, например, брусочек располагался здесь. Здесь в целом нити еще прямые, но у них натяжение там стремится к нулю. После того, как вы начинаете двигать вашу платформу, и она устанавливается, ваш брусочек смещается на небольшое расстояние. Конечно, я здесь написал в масштабе. И в действительности вот это смещение вашего брусочка, оно здесь бесконечно маленькое. Оно просто мизерное. Очень-очень-очень-очень маленькое. Мы его с вами глазиком даже не увидим. Но я нарисовал немножко в масштабе, чтобы мы понимали, как примерно это произошло. Поэтому сначала у вас нити были вот такие, и в недеформированном состоянии их нити были такими, их длины. Теперь мы начали все двигать, брусочек немножечко двинулся вправо, и вот ваше новое положение ваших нитей и положение вашего брусочка. В действительности, вот в том, как это будет выглядеть, это одно и то же положение.
Так как деформация вот эта, она очень маленькая, это смещение бесконечно маленькое. Но в целом это себе визуализировать мы можем так. И что мы можем тогда здесь отметить? Тогда давайте возьмем и найдем связи Δl1 и Δl2. Это будут наши деформации каждой из нитей. Как это себе можно представить? Ну вот смотрите, давайте представим как раз-таки нашу нить. Вот, например, первую. Без разницы какую, потому что модель одна и та же. Вот, допустим, вот она была наша нить в начальном положении. Это ее начальное положение, когда она не деформирована. Вот, это как раз-таки положение нашей нити. Видим? Вот здесь. После чего мы начинаем двигать эту платформу, устанавливается новое положение равновесия, брусочек чуть-чуть смещается вправо, из-за чего вот эта точка крепления к брусочку, вот она смещается вправо на, например, дельта X. Давайте я это так и обозначу. Это будет смещение dx. Оно будет бесконечно маленькое, но оно все-таки есть. То есть мы его рассмотрим вот таким. Тогда я получаю, что нить у меня на самом деле чуть-чуть вот так провернется и удлинится. А именно, как это можно себе визуализировать? Вот я здесь изображу окружность с центром в этой точке и радиусом L. Вот, я это здесь показал. Вот он, радиус L. Тогда я получаю, что вот у меня была нить длиной L, новая нить, проведу окружность, получается, здесь будет длина L, вот она, длина L. Можно это попробовать как-то здесь и отметить вот так вот. А здесь, вот так, а здесь у меня будет тот самый дельта L, то есть то самое растяжение. То есть на эту величину у меня нить удлинится. Ага. И при этом мы можем сказать, что, например, как раз вот здесь у вас и будет тот самый угол между вашей нитью и горизонтом. Ну, так как под этой нитью можно подразумевать, что первую, что вторую, давайте я здесь возьму какой-то общий угол, например, φ. Назову это как угол φ. И таким образом у вас здесь на самом деле возникает, честно вам скажу, прямоугольный треугольник. Почему? Потому что вот вы здесь привели окружность, а всегда, так как у вас смещение это бесконечно маленькое, вот этот уголочек, он будет бесконечно мал. А это значит, что вот эта дуга вашей окружности может аппроксимироваться просто участком прямой. И так как у вас ваш радиус перпендикулярен вашей окружности, значит он будет перпендикулярен вот этой аппроксимированной дуге. И таким образом, здесь на самом деле будет таиться прямоугольный треугольник, где снизу у нас с вами гипотенуза, а это у нас будут два катета. Давайте я это как раз здесь отдельно просто продемонстрирую. Вот ваш будет прямой угол, снизу у вас будет dx, а сверху справа у вас будет катет дельта L. Вот какую мы с вами красоту получаем. И, конечно же, вот здесь у меня еще будет таиться угол φ, который я там и обозначил. И что мы можем увидеть из этого прямоугольного треугольника? Так это то, что когда я гипотенузу умножаю на косинус, я получаю катет. То есть получается, что дельта x умноженное на косинус φ, вот здесь что-то не то написал сначала, умножаем на косинус φ и получаем дельта L. Вуаля! И, конечно, мы тогда видим, что в зависимости от φ у нас будет разная дельта L. То есть тогда я получаю, что дельта L1 у меня выражается как вот эта деформация dx, или вот это смещение бесконечно маленькое, помноженное на косинус альфа, а здесь дельта L2 у меня будет выражаться как dx на косинус бета. Вуаля! И таким образом мы уже сразу с вами видим, что дельта L у нас будут разными. То есть деформации ваших нитей будут разными из-за того, что вот эти уголки разные. Это мы с вами видим согласно этому рисунку. Но нам этого недостаточно. 7-й пунктик. Потому что хоть мы можем это сюда и подставить, и получить, что Т1 у меня выражается как К1 на дельта X косинус альфа, а Т2 у меня будет выражаться как К2 на дельта X косинус бета, то мы все равно видим, что у нас что-то неизвестное с К1 и К2. Непонятно, как с ними работать. А на самом деле мы должны помнить, что К1 L1 выражается как К2 L2.
То есть при этом К1 L1 мне выдает К2 L2. Ну а как они у меня будут связаны, эти L1 и L2? Где L1 длина вот этой первой нити, а L2 это длина второй нити. Но я предлагаю опять изобразить прямоугольный треугольник. Вот он. Опа. Опа. И пошло-поехало. Вот здесь у меня будет длина как раз-таки L2, а здесь у меня будет длина L1. Так, вот это вот L2, а вот это у меня L1. Как я могу найти связь между ними? На самом деле через нижний кусочек, где здесь давайте я обозначу, например, x. Мне известно, что здесь уголочек альфа, как я это там и отобразил. Здесь у меня будет таиться уголочек бета, вот он. И здесь я могу написать, что L1 умноженное на косинус альфа, L1 умноженное на косинус альфа, это будет наш нижний катет x. Но с другой стороны, тот же катет x я могу получить из произведения L2 на косинус бета. L2 на косинус бета. И получаю тот же самый x. То есть, таким образом, я могу найти связь между L1 и L2, а значит, могу найти связь между К1 и К2. Давайте это все объединю. И получу L1 косинус альфа мне выдает L2 косинус бета. Вуаля! Тогда предлагаю это подставить сюда и понять, как у меня будут соотноситься К1 и К2. Так, тогда я получаю следующее элегантное выражение. Что у меня К1 деленное на К2. К2 перекидываю сюда, L1 перекидываю направо. Получается L2 деленное на L1. А отсюда L2 делим на L1, это будет то же самое, что косинус альфа деленное на косинус бета. Это вот согласно этому равенству мы с вами получаем. И таким образом мы с вами знаем альфа-бета, а значит знаем отношение К1, К2. Я вас поздравляю, это очень красиво, очень элегантно у нас с вами выходит. Поэтому пишем 8-й пунктик, где давайте заметим, как у нас будут связываться Т1, Т2. Так, записываем связь между Т1 и Т2. Т1 делим на Т2. Получаем, что это будет К1 дельта Х косинус альфа. Все это делим теперь на К2 дельта Х косинус бета. Дельта Х благополучно у нас с вами уходит. Остается подставить К1, К2, а мы их знаем. И тогда у меня получается, это будет косинус альфа на косинус бета. Это я подставил мой К1, К2 вот здесь. Давайте это попробуем, может быть, даже вам выделить. Вот у меня здесь таится К1 деленное на К2. Поэтому это деленное К1 на К2 я сюда и подставляю. И здесь у меня таится еще один косинус альфа на косинус бета, про который я обязан не забывать. Косинус альфа, косинус бета. Тогда получаю косинус квадрат на косинус квадрат. И таким образом я знаю соотношение между Т1 и Т2. Получается некий итог, что Т1 у нас будет выражаться как Т2, где Т2 будет умножаться на косинус квадрата альфа, деленное на косинус квадрат бета. Это очень важный для нас результат, потому что это как раз то самое второе уравнение. То есть вот оно первое уравнение, а вот оно второе. Теперь же стерли необходимое и также предоставили то самое наше второе уравнение, чтобы найти решение. Я предлагаю сразу подставить численные данные в виде альфа, бета и, может быть, даже мю, чтобы вот таких крокодилов здесь не носить, чтобы сразу вот получать наш численный ответ. Смотрите, что я тогда вижу? Я знаю, что так как альфа у меня 45 градусов, бета у меня 60 градусов, то тогда я получаю, что косинус альфа равен у меня синусу альфа и выдает 1 деленное на корень из 2. Либо корень из 2 делен на 2. Вдруг нам пригодится какая-то из этих записей. Также давайте синус бета я запишу.
Синус бета это будет корень из 3 на 2, а косинус бета нам будет выдавать 1/2. Ну и аналогично еще μ это будет 1/2. Предлагаю подставлять. Что тогда получается? T1 мне будет выдавать как T2 умноженное на косинус квадрата альфа. Это получается 1/2. Деленное на косинус квадрат бета. Ух ты. Только в квадрате. Это будет 1/4. А таким образом я получаю, что здесь у меня будет чисто двоечка. То есть это будет 2t2. О как. Предлагаю все это подставлять теперь вот сюда. Получается μmg. Давайте, наверное, сразу тогда. 1/2 mg. Мю все-таки захотела полезть. Вот прям вот она очень хотела. Так ладно, 1/2 mg мне выдает. T1, я знаю, что это будет 2t2. Потом здесь скобочка открылась. Мю это 1/2. Синус альфа это будет корень из 2. Предлагаю так записать. Корень из 2 на 2. Плюс косинус альфа также будет корень из 2 на 2. Далее идет плюс t2 на μ это 1/2. 1/2. На синус бета. Синус бета корень из 3 на 2. Корень из 3 на 2. И все это еще идет плюс косинус бета, это 1/2. Вуаля. Тогда, что у меня здесь стоится? Здесь я получаю на самом деле как 3/2 на корень из 2 на 2. И предлагаю воспользоваться тем, что здесь будет двоечка, поэтому у меня вот эта вот как бы двоечка, она у меня, считай, сократится вот с этой двоечкой. А именно, что я получаю? Я получаю 1/2 mg, которая мне будет выдавать как t2. Здесь вот как раз таки у меня двоечка сократилась, поэтому будет 3 корня из 2, деленное на 2. И плюс t2 на... Вот здесь предлагаю что сделать? Здесь сильно много чего не вылазит, да? Бум. Вот не хватает здесь еще одной двоечки, было бы прям красиво. Ну ладно, бывает. Давайте 1/4 здесь вынесу. 1/4 на корень из 3 плюс 2. Что тогда? Я предлагаю сразу на двойку сократить. Двойка, здесь остается двойка. И таким образом мы с вами получаем, что mg мне будет выдавать t2. Здесь выношу за скобочку, получается 3 корней из 2 плюс 1/2. 1/2. И идет еще одна скобочка, корень из 3 плюс 2 и закрываем скобочку. Предлагаю здесь опять привести к общему знаменателю. Получается, двоечка пойдет сюда, здесь будет 6, двоечка пойдет в знаменатель, а потом она перейдет сюда. Ну и как бы итогом всего этого я получаю, что t2 будет иметь вид как 2mg, деленное на 6 корней из 2 плюс корень из 3 и плюс 2. Шикарный результат. Ну а t1 у меня просто будет выражаться как 2t2. Прекрасно. И вот я считаю, что в данной ситуации не каждый олимпиадник сможет решить эту задачу сходу. Потому что на вид реально очень легкая. Но на деле вам нужно внимательно читать условия, чтобы увидеть, что вам написали 2 куска одной нити. И понять, что не просто так это вам было сказано. Так что вот такая вышла задача. Отмечу сразу, что это не метод виртуальных перемещений, это просто понимание того, откуда у вас возникают силы натяжения. Метод виртуальных перемещений, он про работы, про механические работы. Там немножечко, чуть-чуть по-другому. А так, хочешь также жестко, мощно шарить за каждую изюминку, за каждую задачу, шарить за теорию по физике и уметь решать задачи, то присоединяйся ко мне на мои курсы по ссылочке в описании. Но есть одно условие – надо ботать. Пока-пока! Счастья, мира, добра, любви!